Друзья, я приветствую вас на канале Legacy Driver, с вами как всегда я Стас, и это наконец-то новая серия на канале уже в нынешнем 2023 году. К сожалению, в прошлом 2022 году выпусков было совсем немного, поверьте мне, на то были свои причины. Надеюсь, что в этом году я постараюсь немножечко повысить темп и радовать вас чуть-чуть чаще новыми видео. Я тут немножечко раздумывал, какое сделать первое видео в нынешнем 2023 году. В принципе, у меня уже почти готов выпуск о том, как я раздолбал Субаря на треке в 2021 году. Но хотелось бы все-таки начать год с чуть более позитивных видео. Поэтому я решил сделать более такой позитивный выпуск, в котором я расскажу о своем путешествии как автолюбителя в Италию. В ходе данного путешествия я посетил музей Альфа-Ромео, а также погонял на самом, можно сказать, чистопородном итальянском суперкаре, на самом настоящем гоночном треке Формулы-1. И в первом видео я вместе с моей женой проведем вам небольшую экскурсию по музею Альфа-Ромео, автомобильная марка, к которой мы относимся, скажем так, неравнодушно. Поехали! Ой, сейчас ветер будет, все равно ничего не будет слышно. Короче, мы приехали в музей Альфа-Ромео. Короче, мы приехали в музей Альфа-Ромео. Всякие причиндалы можно купить. Тут вот. Buongiorno. Hello. Проходи внутрь. Да, мы сделали предзаказ билетов. Держи. Погнали. Так, тут всякие кубки ребят, которые выигрывали. Это хрустальный прям кубок. Посмотри, это тебе не кубок. Да. Так, ну, по идее, самая первая Альфа, да? 4-цилиндровая. 24 лошадиные силы. Да, такие вот колесики были раньше. Деревянный кузов, да? У нас прям такие раллийные прожекторы. Машина для ралли 8C 2300 Корто. А, ну так это, да, это машина для мили-мили. Это типа такое, как ралли было в свое время очень известное. 8-цилиндровый двигатель, объем 2,3, 5200 оборотов в минуту, 185 км в час, максимальная скорость, 32 год. Такой плавничок у него прикольный тут. Красивый цвет. Так, идем дальше. Ух, какая красота. Монреаль. 1970 год. Ух, какая красотища. Ты смотри, какая красотуня. Мотор здесь 8-цилиндровый. Объемом примерно 2,6 литра. Максимальная скорость 220 км в час. Производилась с 70 по 1977. Диски такие прям монолитные. Видимо, они приподнимались. Ох, выхлоп такой прям.
Так, а это альфовский оппозит. Боксер 4-цилиндровый, 1,2 литра. Ты можешь здесь снять это, здесь отражение. Здесь внизу отражение, да. Коробка передач. Так, это у нас 80-е пошли. 75-я альфа. 91 год, я так понимаю. А, это уже 164-я, 1987. А, нет, это, я извиняюсь, это у нас 85-й год. Да, а это у нас 87-й. Я за 85-й, 87-й я не особо метражем. Да, это уже 90-е у нас пошли, 156-я альфа. И, конечно же, 8C, 2007 год. Считалась очень крутая тачка, хотя я не помню кто. Кто-то делал на нее обзор из известных автожурналистов, я не помню, или Джереми, или кто-то еще. И, короче, она им не понравилась. Сказали, что она плохо управляется, типа, выглядит круто, но, слушай, она такая широкая. Она реально широкая. Ну-ка, встань-ка. Прям широченная, слушай. 8C, да. Короче, прикол 8C, то, что у него Это правда. Слушай, с такой у нас в нашей стране. тормозюли громадный, двухсоставной диск, четырехпоршневой суппорт. Диск прям очень большой, наверное, тут где-то 370-380, наверное. Да, тут видишь, жабрики у нее такие. Да. Она выглядит очень неплохо. Да. Просто действительно в плане управляемости. 8C компетиционная, она оснащалась 8-цилиндровым двигателем. По-моему, объемом 4,7 литра или что-то такое. В общем, максимальная скорость... Да, конечно. В общем, максимальная скорость у нее была где-то около, не помню, что-то под 300 км, 292, вот тут написано. В общем, первые два этажа, они такие показывают более-менее обычные машины. Значит, начиная с самого начала, 1910, ну и до начала нулевых. И сейчас мы спускаемся дальше, на следующий этаж. И вот тут уже всякие такие концепты интересные показаны. Сейчас вам покажу. Спускаться. И здесь мы опять возвращаемся к 60-м, к 70-м и 60-м, да. 1600 Junior. Не знаю даже такую Z. О, ну это Giulia Sprint GTA. 65-й год. Красотки стоят. Да, Гладкие красивая, там кстати, вот строят. эти вот Giulia мне нравятся. Ага. Giulia Sprint GT 1963. Классный. Ух, Giulia TZ 67 год. Ничего такая. А это что-то прям такая квадратненькая. Giulia TI Super. А это уже Giulietta SZ. 57 год. Giulietta Sprint 57. Giulietta TI 57. Короче, это у нас тут все Джульетточки. Джули и Джульетки. Тут прям фильм про гонщиков. Вот, кстати, тут показывается Альфа Ромео 159 GP. Это гоночная типа Формула-1. Ну, или что-то в этом роде. Поэтому, кстати, вот эта Альфа 159, которая тебе нравится, была названа в честь этой гоночной машины. Так, это у нас 8C. Ух, какая она длинная. 1938 год. Да, какая она. Тоже пришли. Да, тут ценители. Значит, двигатель тут 8-цилиндровый.
Объем 2,3. Да, это коробка передач. Она вот видишь, к двигателю присоединена сзади. Тут работают поршни. Здесь первая, вторая, Так. третья, четвертая, пятая. Ага. А Молодец, назад все как прочитала. сдавать? Ну, скорее всего, это четвертая, а пятая сдавать назад. Дальше там начинается такая музыка серьезная, все дела. В общем, я так понимаю, это сейчас мы будем входить в нижний этаж, гоночный этаж, там, где все машины, формулы и так далее. Все такое сразу темное. И пошли, да, пошли спортивные модели. 32-й. Вот это уже закругленная, более уже такая аэродинамическая. Это у нас написано V12. GP Tipo C12C, 36 год. Вот такой красавец, 1938 год, 8C, 2900B, Speciale Le Mans. 31 год, 8C, 2300 Монза. Да, вот так раньше и гоняли. Ох, тут все потемнело, сейчас будет какой-то эпик экшен, я так понимаю. Ну-ка, ну-ка, я, кстати, зашел, я еще этого не видел. Я тоже нет. Ну все, это гонки, да. Альфа ж прославилась именно тем, что они выступали в гонках. У них же водил сам Энцо Феррари. Это не его фотография, сейчас. Не знаю, сейчас посмотрим. Продолжаем дальше, 5-й этаж вниз. И здесь все продолжается гоночная тема. Формула-1 with Alfa Romeo immediate to the floor. Ух, какая красота! Так, здесь еще много всяких болидов 30-х годов. Я не сильно буду на них фокусироваться. А болиды, которые меня будут интересовать, посмотрим поподробнее. Да. Вот так вот и гоняли раньше, а? Никакой системы защиты, ничего. Коробка передач тут сбоку, небольшое стеклышко. Охренеть. Охренеть. Вот тебе выхлопная труба прям возле тебя, да? Вот прям возле тебя. Здесь сделана типа термоизоляция, чтобы ты хотя бы руку не обжег. Да. Вот у тебя там слева переключение передач. Прямо у тебя под ногами. Не знаю, что это. Что за труба? Да, прям труба, возможно, карданный вал. Вон там маленькие педальки. Так это есть 159-я легендарная машина. Вот, а вот она. Да, это как... Она только мы... Да, это вот легендарная 159-я гоночная машина, в честь которой назвали 159-ю Альфу. Да, это она в разрезе. Скажи мне, Охренеть. вот тут от этого вот выходил пар? Не знаю, что пар, это ж не паровой двигатель. Какой пар. Красота. 1967 год. Просто вообще. 33 страдали. Ох, просто красота. Шины широченные. Ах, этот выхлоп. Послушали бы, как она звучит.
1970 типо. Конечно же, клевер. Я так понимаю, это больше как для Лимана или для каких-нибудь гонок в Америке. Так, ничего про вот эти вот машины я не знаю. 12 цилиндров. Смотри, во-первых, здесь и классные Джули есть, клеверы. Это, наверное, Джулия GTA. Да, это 1970 GTA Junior. Классные колесики такие. Я колесики еще не посмотрела. Это что, типа выхлоп, что ли, не могу понять? Ну-ка напишите, кто знает, что это такое. Такая, блин, roll cage такой мощный. Каркасик, прям все как надо. Джулия TZ. 65-й год. Это Формула 1. Типа тест-кар. Ну, тест-кар. То есть они типа, я так понимаю, не факт, что участвовали на ней в гонках. Брегем Альфа Ромео BT45B. И вот она, легенда 90-х. Иди к ней. Легенда гонок DTM. 155 V6 TI, 93 год. 6-цилиндровая, 2,5 литра. 11,5 тысяч оборотов двигатель. Мишлены. Шины. Какие тормозюки громадные. Охренеть. Конечно, с меня оператор тут немножко тяжело. Нормально. Тут всякие вот там охлаждения дополнительные, видишь, чтобы все выходило. Карбоновые сплиттера. Да. Полный каркас, конечно же, там тоже все карбоновая панелька. Кстати, потом можем вот на такой в игре в этой Forza Motorsport, которая у меня есть, покататься. Как это называется? Спойлер? Это антикрыло. Ну да, это такой как спойлер антикрыло, тоже карбончик. Еще технология, да, более старая такая, 90-х. Ну, короче, в общем, это очень легендарная машина 90-х. У меня такая была на фантиках от жвачек Турбо, если я не ошибаюсь. Да. И вот она. Да, DTM 93. Вот она вживую. 93 год. Охренеть. Красота. Двигатель просто вообще произведение искусства. Вы, ребята, Subaru, учитесь. 12-цилиндровый оппозитник. 6 цилиндров тут и 6 там. Правильно, молодец. Поэтому они называются двигатели оппозитные, потому что они находятся оппозитно по отношению друг к другу. Opposite side. Это двигатель из типа 33 TT12, 75 год. Короче, народ, музей Альфа Ромео, экспонатов до хрена, альфачек до хрена. Кто любитель автомобилей марки Альфа Ромео, обязательно советуем посетить этот музей. Очень много исторических крутых экспонатов. Советуем, одобрено. Друзья, вот такая вот короткая экскурсия по музею Альфа Ромео. Я надеюсь, что вам, как автолюбителям,
Было интересно посмотреть на некоторые экземпляры. Но в следующем видео я вас приглашу вместе со мной прокатиться на истинном итальянском суперкаре по самому настоящему треку Формула-1. Это уже будет в следующем видео, довольно-таки скоро. Так что, друзья, как обычно, если вам понравился этот видос, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, кто до сих пор не подписался. Ну а я вам желаю, как всегда, здоровья, удачи, добра и мира. Увидимся в следующем видео. Пока.